Всех приветствую на меловом. Сегодня у нас будут всякие шайбы, подушечки и так далее. А начнем мы вот с таких вот подушечек. Эти подушечки называются «Мишка на севере». В их состав входят мел, глина уральская и глина Туркестан. Сейчас я это все дело попробую и постараюсь описать, так скажем, как смогу. Также у меня здесь наготове лежит мелок, чтобы, если что, можно было всем этим делом закусить. Ну, давайте начнем. Ну, за счет того, что здесь присутствует мел и глина уральская, в основе присутствует хруст, откусывается, ну, средний, я бы не назвал, что это тяжело. Вкус довольно интересный и очень-очень вкусный. Чем-то он похож на тунгыш-тарас. Зеленый, не зеленый, что-то такое с привкусом небольшим. Но в основном это намного вкуснее. Надо сходить за водичкой. А то что-то немножко не подготовился. Вкус довольно такой жирноватенький, прям насыщенный, меловой и глиняный. Состояние и качество напоминает вкус такой пищи и бумаги. Но вкус вот этот сливочный, он мне почему еще очень сильно понравился, потому что, как сказать-то, я не знаю, мне кажется, это нужно пробовать. В общем, в описаниях, точнее в комментариях буду обязательно вас всех ждать. По моей оценке, именно данный продукт, ну пусть будет 8 из 10. Мне довольно сильно он понравился. Ну, пока что не могу с чем-то сравнить, сами, думаю, понимаете. А дальше, когда уже будем идти, буду оценки эти менять. Похрущу еще немного. М. По виду. По виду видно, что здесь есть Туркестан. Прям кусочки такие попадаются. Цвет, конечно же, ближе меловой, но точнее даже такой молочный. Туркестан, как мне кажется, здесь либо сливки, либо плитки. Что-то из этого разряда. Уральская глина. Ну да, уральская глина также виднеется. Ну, конечно, преобладает тут мел. Так как, скорее всего, пропорция идет примерно 50% мела, 50% глины. Как всегда, полное описание всех сортов будет в описании данного ролика. Ну, а мы будем двигаться дальше. Ну, а следующий наш вид подушечек – это самаркандский орешек. В него уже входит мел, уральская, знакомые, так скажем, ингредиенты, да. И третий вид, я, кстати, ни разу ее не пробовал, эту глину, это зеленая узбечка соленая. Ну, прям интересно даже в принципе это попробовать, потому что как таковую зеленую узбечку я ни разу не ел. В общем, давайте посмотрим, что это такое. С виду, значит, здесь уже то ли они более качественно, как скажем, выполнены, да, но уже никакая уральская, ничего не виднеется, все будто таким, знаете, сплошным видом, что ли, выглядит. То есть, если предыдущий вид сравнить, то там было все будто подразделено. То есть, кусочки уральской, кусочки Туркестана, все это виднелось. А здесь все одной массой идет. В общем, давайте буду пробовать.
Итак, небольшая соленоватость, конечно, присутствует. Также присутствует этот же хруст, благодаря, опять же, я скажу так, уральской. Что еще я заметил при раскусывании? Вот в этом разрезе, назовем его так, видно то, что прослойка мела идет и прослойка Туркестана. Зеленой, как таковой, узбечки здесь не видно. Какой она придает вкус? Такой будто бы, что ли, земляной какой-то. Чувствуется привкус мела, небольшие такие нотки Туркестана и вот эта вот землянистость. Возможно, это и есть вот эта вот зеленая узбечка, но, ребят, я ее ни разу не пробовал. Также есть небольшие вот эти вот отголоски той же пищи и бумаги. Этот сорт немножко помягче идет, чем предыдущий. Можно ли это назвать сортом, так как странный такой момент. Вид подушечек, так скажем, лучше, да? И по моей оценке здесь, наверное, там если 8 из 10, здесь 7 из 10. Там чуть больше раскрывался вкус, там немножко посильнее был сам хруст. Ну и, наверное, как-то так. Здесь знаете, что еще интересное? Здесь проскакивают такие вот... То есть вроде однородной массой все идет, но там в предыдущем виде это все прям кушалось однородной массой, но выглядело не однородной массой. Здесь наоборот выглядит как все однородная масса, а когда кушаешь, такие песчинки твердоватенькие попадаются, но они как бы легко раскусываются, просто на основной массе все это выглядит так, будто оно все очень легкое. И вот эти вот песчинки, когда попадают, скорее всего, это уральская, потому что она прям с таким хрустом проходит. Ну, в общем, в целом мне это понравилось. Следующее у нас будет витаминки или шайбы. Шайбы мне явно понравятся больше, я в этом прям уверен. Но давайте начнем с шайб. Итак, шайбы у нас выглядят вот так вот. Они уже по весу идут чуть более. Это у нас получается шайба, сейчас скажу, арахис, в которую входит мел, розовая узбечка и уральская. По виду, кстати, видно то, что идет пересечение с мелом, то есть такие прослойки белые, также виднеется уральская кусочками. Ну и, конечно же, сам цвет розоватый, я думаю, вам это тоже видно. Давайте пробовать. То есть, если мы уже сравним с подушечками, я думал, плюс-минус будет очень похоже. Но это так отличается, как по вкусу, так по хрусту, так и по виду. По виду уже объяснил. По хрусту. Откусывается уже гораздо сложнее, чем подушечки. По вкусу. Офигенно ощущаются меловые нотки. Очень хорошо чувствуется сам хруст. Хруст именно уральской глины. Астана этому всему делу, так скажем, придает нежную солинку сливочную какую-то такую. Скорее всего, здесь соленая именно Астана. И что еще бы хотелось сказать, кроме вот этого всего момента, вот это прям вкусно. Мне нравится мел, мне очень нравится уральская. Астана тоже не на последнем месте стоит из тех глин, которые мне нравятся, поэтому это очень классное сочетание. В конце еще похрущу мелом. Кстати, на мое удивление, я пока что его не трогал. То есть все это дело практически не залипает. Опять же, скорее всего, из-за мела, из-за того, что пока что в каждом виде находилась уральская.
В общем, выглядит классно. Вкус обалденный. Хруст тоже хороший. Не залипает. По оценке не могу поставить 10, потому что не знаю, что будет дальше. Поэтому 9 с плюсом из 10 однозначно. Ну, а мы будем двигаться ко второму виду шайб. А теперь у нас второй вид. Это получается шайбы-хрустяшка, в которые входят уже мел, точно так же уральская и глина Туркестан. По цвету сразу видно, что здесь цвет, как и в предыдущем, есть прослойка меловая, но вместо розового цвета уже идет цвет уральской глины и Туркестана, потому что он такой желтоватый, назовем его так. Давайте будем пробовать. Угу. Здесь уже данный вид менее твердый, то есть средний откусывается, средней твердости. И здесь именно виднеется мелок. То есть выделяется мел, а как таковой глины, кусочки, здесь их не так уже видно. Но уральская также ощущается своим хрустом. По вкусу напоминает вкус, запах, да, вот так вот назовем, земли после дождя. В самом начале небольшие нотки были пищей бумаги. Но тут более глухой хруст. Чуть побыстрее растворяется. Предыдущие шайбы действительно 9 с плюсом были. Здесь я бы поставил оценку, наверное, 8. Пока что арахис лидирует. Пишите в комментариях, что из на данный момент того, что я попробовал, вам нравится больше всего. Ну, а мы переходим к витаминкам. Витаминки у нас выглядят вот так. У данных именно витаминок очень интересное название. Называются они лирика. Вот такое какое-то название у данных витаминок. Цвет прям голубоватый, а все потому, что в их состав входят мел и голубая узбечка. Что ж, давайте будем пробовать. Заколебался их, конечно, складывать все вот так аккуратно. Они очень маленькие, выглядят они вот так. Довольно пыльные. Ну и выглядят прям однородной массой. В общем, поехали. Угу. Ну тут, в принципе, все понятно. Мне не сильно понравилось. Почему? Потому что я не люблю голубую узбечку. Всем любителям голубой узбечки очень сильно понравится. Солинка очень хорошо чувствуется. Мел, ну, как здесь и написано, он 50% здесь идет голубой узбечки, 50% мела. То есть голубая узбечка немножко вот этот вот весь собрался уже в маркере. В общем, голубая узбечка вкус весь забирает на себя. Солинка очень сильно чувствуется, разжевывается все довольно быстро и действительно, вот как витаминки, знаете, есть вот такие вот круглые большие. Ну вот примерно то же самое ощущение, то есть хруст в начале небольшой есть, но он быстро уходит, при запивании водой все это превращается в кашицу, которая
не то что еле заметно, ну, среднее залипание присутствует здесь, конечно же. В общем, данные витаминки 100% гарантирую подойдут тем, кому нравится голубая узбечка. Вот это 100%. Что же лично мое мнение насчет именно данного вида витаминок? Ну, наверное, по оценке будет 5-4 из 10, где-то вот так. Потому что, ну, я не люблю голубую узбечку и такие сорта. Ну, в общем, тогда предлагаю перейти к последнему виду витаминок и уже похрустеть мелом. Что-то вот именно после этого вида я прям захотел им похрустеть. А заканчивают всю эту красоту витаминки под названием ириска. По цвету действительно плюс-минус что-то такое. Ну, я бы даже сказал, по цвету похоже на то, что здесь вообще Туркестан какой-то присутствует. Но эта ириска состоит из мела и на 50% из глины уйгурская. Вот так, по-моему, правильно назвал. Глину эту ни разу не пробовал, поэтому для меня это будет в новинку. Такая довольно однородная масса цвета вот этого вот именно желтого, наверное. Ну, вот как будто Туркестан здесь присутствует. Наверное, сама уйгурская глина желтого цвета. Давайте будем пробовать, наверное, ее. Ну, плюс-минус везде так выглядит, хотя где-то тоже попадаются такие кусочки. Вкус мне мега что-то напоминает. Но она мне понравилась. Залипание идет, будто реально ириску какую-то ешь. Здесь она очень сильная. Раскусывается очень легко. Практически сразу уходит в кашицу. Присутствует солинка. Но вкус тут какой-то очень оригинальный. И довольно сложно мне его описать. Он похож на вкус пищи бумаги, но он будто бы в разы усилен. Вкус похож на вот эту вот глину, еще на банную, знаете, вот когда в баню заходите, там вот глиной это вот это все замазывают. Вот этот тоже привкус имеется. В общем, здесь моя оценка тоже 8 из 10. Как и, по-моему, у одних из подушечек самых первых. Из всего того, что я сейчас из новинок попробовал, было 6 видов. Двое подушечек, двое витаминок и 2 вида шайб. И вот этот вид витаминок, он самый залипающий. Наверное, глина уйгурская, она очень сильно залипает. Но других вариантов здесь просто нету. Навряд ли мел может так сильно залипать, правильно? Раз здесь всего 2 ингредиента, это мел и глина. В общем, пишите, кто пробовал данную глину. Если у вас есть описание, тоже буду рад его видеть. Возможно, именно то описание вот этой уйгурской, оно есть то, что я не мог вам объяснить здесь сейчас. В общем, ребят, перейдем к мелу. Я уже очень сильно им хочу похрустеть, потому что я его пару дней не кушал. Поэтому не прощаемся, через мгновение увидимся. Мел, мое самое любимое, да? Перед тем, как похрустеть мелом, скажу следующее. Облопался я сегодня, конечно, дай бог. Следующий момент. На днях исполняется уже 2 года моей группе и тем, как я, в принципе, начал заниматься мелом, как кушать его, так и продавать, так и снимать ролики. В связи с этим, возможно, через пару дней не буду снимать никакой ролик, поэтому скажу сейчас сразу. В честь, скажем так, дня рождения или создания группы, да, действует скидка полностью на весь ассортимент и, соответственно, на весь ваш заказ 15%. Также к вашему заказу будет очень хороший подарок идти. Подарок будет идти уже на мой выбор, но в зависимости, ну вот я как кладу подарок, допустим, вы заказали только глины, да, я понимаю, что мел вы не любите. Я положу вам подарок либо перевес на ваши глины, либо что-то похожее из тех глин, которые вы заказали. Потому что не вижу смысла класть прям что-то другое, типа, допустим, вы заказываете глину, я вам в подарок кладу мел, ну это как-то странно. Наверное, вы мел не любите, да, если вы глину только заказали. Поэтому какой-то такой момент.
без всяких промокодов, без всего. То есть все заказы, которые будут оформлены по акции с, допустим, сегодняшнего числа по 25 число, они как раз-таки попадут в эту акцию. В общем, всех подряд буду добавлять, сразу автоматически будет действовать скидка. То есть все, кто оформит заказ с сегодняшнего дня по 25. В общем, жду всех за заказами. Оформить заказ можно через группу ВКонтакте, номер телефона в WhatsApp, также через Инстаграм, ссылочки, номер телефона, все оставлено в описании. В общем, ребят, жду вас за заказом. Ну, а я буду кушать. Это у нас, получается, насколько помню, сорт Мела Май. Поехали. М. Ну, здесь просто из 10 все 11 баллов мои. Что самое прекрасное, данный мелок, здесь несколько сортов, лежал у меня на подоконнике, соответственно, перед солнышком, на просушке, наверное, пару недель. Ну, это вот просто что-то с чем-то вообще. Давайте, здесь еще у меня есть новый оскол. Как же я могу его не попробовать? По-моему, вот этот кусочек. Новый оскол немножко перегрелся на солнышке, так скажем. Ну, вкус этого перегрева он ощущается. Как скажем-то, пересушился, вот так правильно, да, назовем. Но это вообще ничуть хуже его не сделало. Появилась небольшая сладковатая нота в начале, горьковатая, ну вообще еле-еле горьковатая в конце. Но это вкуснятина. И ну и чисто, конечно же, меловой вкус. Вот эти вот пыльные нотки, побелки, они здесь тоже проскакивают. Вот этот мелок, по-моему, Батутин. Ну, давайте попробуем. А иначе не узнаешь. Нет, видимо, два сорта здесь было. Это Мелмай и Новый Оскол. Господи, как это вкусно. Я еще до этого думал, что я наелся. Вот сейчас точно наелся, но хочу еще. Что еще из нового? Многие это просили, я это сделал, но я уже это рассказывал, то что
кроме чищенного мела, который приходит очистки от поставщика, теперь мне еще почему-то, во-первых, мне понравилось в принципе его чистить, хотя раньше мне это не нравилось. Поэтому сейчас весь мел я еще дополнительно полностью сам очищаю. Также, кроме той скидки, которая сейчас действует, в ближайшее время произойдет, скорее всего, обновление полностью всего ассортимента, то есть где-то добавление это новинок, да, как, допустим, вот сейчас вот эти 6, которые были. В принципе, очень много новинок появилось, которые не вошли еще в ассортимент, потому что последнее обновление ассортимента было примерно декабрь-январь. Соответственно, чтобы обновить ассортимент, нужно было его заново загрузить. Также будет обновление цен в ближайшее время. Поэтому, ребят, мало того, что вы сейчас можете успеть с помощью дня создания группы, да, вот этого именно, назовем это, праздника, успеть на скидку и подарок к вашему заказу, да, кроме всего этого, вы еще сможете заказать на данный момент по старой цене весь ассортимент. Ну, Мелмай, конечно, это вообще что-то. В общем, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Ну и жду всех в комментариях. Не прощаемся, надеюсь, очень скоро увидимся.